Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 3 января. В этом видео поговорим о церковном празднике, поговорим о народном празднике на этот день. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 3 января. Давайте далее с вами во всем этом будем разбираться. 3 января Православная Церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века. Родился он на Волыни в благочестивой семье. Согласно преданию, до появления на свет Петра его матери явился во сне Господь и сообщил о предопределенности ее будущего ребенка. Когда Петру исполнилось 12 лет, он поступил в монастырь, где много времени тратил на обучение иконописанию и изучению священного писания. Написанные им образы раздавались братьям и посетителям монастыря. А одна из его икон является чудотворной, и она получила название как Петровская. После многолетних подвигов в монастыре Петр решил его оставить и найти уединенное место. Он построил келью на реке Раты и дал обет безмолвия. Впоследствии на этом месте воздвигли Новодворский монастырь. Однажды обитель Петра посетил митрополит Максим, которому он подарил свою икону Успения Пресвятой Богородицы. Перед святым образом святитель Максим молился до конца своей жизни. В 1299 году митрополит Максим решил полностью оставить Киев и переехать во Владимир. Князь Юрий Галицкий был этим очень недоволен. Он хотел иметь собственного митрополита и с этой целью отправил Петра в Константинополь для посвящения. В это время, это 1305 год, митрополит Максим скончался, и Петра посвятили в митрополиты всея Руси. В первые годы правления русской митрополии Петр испытал много трудностей. Ему приходилось часто менять место своего пребывания. За 2 года до своей кончины он перебрался в Москву, где попросил возвести храм Богоматери, в котором покоиться будут его мощи. Умер святитель 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в каменном гробу, который он сам и сотворил. Обращаем ваше внимание, у нас с вами продолжается рождественский пост, и в эти дни проходит предпразднество Рождества Христова. Итак, друзья, до Рождества остались считанные дни, но люди активно уже готовятся к празднику, к великому празднику, к Рождеству Христову. Но в народе этот день называли Петр Полукорм и Прокопьев день, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена. В этот день народ наслушивал сусеки. То есть хозяин заходил в амбар и прислушивался. Слышал гудение, значит, лето будет сердитое. Еще 3 января проверяли дно сусеков, не появились ли мыши и не гниет ли оно. Крестьяне в этот день делали и обереги для оставшихся запасов. Чтобы зерно не тронули грызуны, поверх него крест-накрест помещали 2 лучины. Ну а чтобы защитить дом от дурного глаза, на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной. Для крепкого здоровья и защиты от дурного глаза наши предки в этот день умывались водой из колодца или родника, а для защиты домашнего скота от нечисти животных кормили овсяной или пшеничной кашей с добавлением домашнего молока, а также обмахивали коров и коз березовым веником. Праздник 3 января по давним поверьям нужно было соблюдать скромность. Нельзя в этот день было ничем хвастаться и гордиться, иначе считается, что все будет забрано. Ну и, как мы уже сказали ранее, с этого дня, с 3 января, на Руси начинали готовиться к Рождеству.
убирались, все мыли, чистили, убирали. По народным приметам, чем больше девушка наметет мусора, тем больше счастья у нее будет. Поэтому тщательно выметали все углы, даже самые труднодоступные, куда в прочие дни веник даже не заглядывал. Народные приметы указывали, что в этот день нельзя было желать людям здоровья, денег и счастья, и потому что как все случится с точностью да наоборот. Поэтому лучше не говорить «будь здоров» и «здравствуйте», ограничившись нейтральным «приветствую» или «добрый день». Конечно же, в этот день в народе уделяли внимание особенным народным приметам касательно погоды. Почему? Потому что для наших предков очень было важно знать и понимать, будет ли весна ранняя, какая будет весна, какое будет лето и будет ли хороший урожай. Поэтому в народе говорили, каков Петр 3 января, таким и весь сентябрь будет. Также обращаем ваше внимание, что если много снега в этот день, 3 января, то это хорошему урожаю. Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым. Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо, это к сильным морозам. Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным. Ярко-красный рассвет сулит метель. В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот. Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег. На землю садятся к оттепели, сидят на верхушках деревьев к морозу. Наши предки верили, что сегодня, именно в этот день, 3 января, вода обладает целебной силой. Поэтому в этот день наши предки проводили с ней обряды, читали на нее магические слова. А мы вам предлагаем провести обряд на воду, чтобы не болеть. Итак, нужно взять и сбрызнуть лицо ключевой водой и сказать после такие волшебные слова. Как водичка коснулась моего личика, так и болезнь от меня отошла. Будет тело здоровьем наливаться, душа чистотой наполняться. Аминь. Верили, что потом в течение года болеть человек не будет. Над малышами именно такие магические слова читала мать, а после утирала обязательно его крестильным полотенцем. Человек, рожденный 3 января по знаку зодиака Козерог. Эти люди любят спорить, отличаются эгоизмом и самовлюбленностью, часто пытаются навязать свое мнение другим людям. В качестве талисмана им подходит кошачий глаз, опал и бирюза. Именинники этого дня по характеру скрытные и малообщительные, но мягкосердечные. Они хорошо разбираются в людях, но плохо понимают себя. Умеют дать добрый совет и утешить скорбящего человека. Также стремятся к самостоятельности, не любят зависеть от других людей. Рожденные 3 января люди часто себя недооценивают. Что же касательно снов, то обращаем ваше внимание, что в ночь на 3 января снятся вещие сны. Но исполнятся они только в том случае, если они кому-нибудь рассказать. Если приснился плохой страшный сон, то его ни в коем случае нельзя рассказывать, так как он может просто-навсего исполниться. Что же можно было делать в этот день 3 января? Вы знаете, в этот день наши предки старались положить на самом видном месте в доме любую вещь из серебра для защиты дома и всех домочадцев от нечистой силы и дурного глаза. Ну а чтобы грызуны не попортили оставшиеся запасы зерна, сверху на него клали 2 сложенные крест-накрест лучины. Хозяйки перебирали запасы на зиму, рассчитывали их так, чтобы хватило до следующего урожая. Ну и, как мы уже сказали, сегодня уже все начинают готовиться к Рождеству. Уборка, мытья дома, подготовка продуктов и заготовка блюд. По народным приметам, чем больше девушка наметет мусора, тем больше счастья у нее будет. Потому выметали все углы, даже самые труднодоступные. И, как вы понимаете, продолжается рождественский пост. В это дни проходит предпразднество Рождества Христова. Поэтому полагается строгий пост, верующие соблюдают сухоедение.
Также обращаем ваше внимание, что человек, который родился в этот день, будет очень хозяйственным. Такие люди любят то место, в котором родились. Им лучше не переезжать очень далеко, так как именно на своей земле они смогут добиться всего, что только пожелают. Наделены такими качествами, как бережливость, целеустремленность, амбициозность, решительность, упрямство и упорство, постоянное стремление к самосовершенствованию. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 3 января по народным приметам. Итак, наши предки строили свою жизнь, стараясь придерживаться всех народных примет, которые им передали их предки. Поэтому они точно знали, что нельзя делать 3 января в день Петра Полукорма и какие последствия ждут нарушившего запреты. Так, сегодня, 3 января, запрещалось подсматривать, иначе можно было лишиться зрения, и подслушивать. До конца жизни глухим будешь. Категорически нельзя было делать 3 января обереги из соломы, иначе лошадь может до весны не дожить. Видимо, данная народная примета связана с тем, что ко дню Петра Полукорма уже половина запасенной еды для скота была съедена, и если ее тратить на другие нужды, то есть вероятность нехватки припасов. По народным поверьям не разрешалось 3 января, в день Петра Полукорма, желать счастья и здоровья, потому как все исполнялось с точностью до наоборот. По этой же причине не говорили в этот день и чихнувшему «будь здоров». Девушке в этот день нельзя было покидать свой дом. Она должна была с самого утра подметать в комнатах и, не дай бог, пропустить ни одного зернышка. Далее обязательно должна была перемолоть их и сварить кисель, который выпить в одиночестве. Если же девица ослушается данного запрета, то поселится в дом несчастье и голод. Нельзя делать 3 января и тяжелую работу, иначе можно спину надорвать, и больше в жизни тяжести человек не сможет поднимать. Также сегодня не стриглись, так как боялись, что в скорости полысеют. Запрещалось в день Петра Полукорма рассказывать плохие сны, так как в ночь на 3 января обычно снятся вещи и сновидения. Но если их не озвучить, то они, согласно народной примете, просто-навсего не исполнятся. Под запретом сегодня было умывание водой, которая переночевала дома. Считалось, что за одну ночь в нее поселится злой дух, который может забрать у умывшегося такой водичкой красотой и здоровья. Поэтому наши предки умывались 3 января только ключевой водицей. Также лучше в этот день ничего и никому не обещать, и уже тем более клясться в чем-либо, потому что считается, что обещание выполнить не получится. Нельзя поднимать из земли вещь, которую кто-то потерял или обронил. Это уже к вашим потерям. Запрещено подслушивать и подсматривать, иначе рискуете потерять слух или зрение. Также в этот день опасно для здоровья заниматься тяжелой работой, особенно таскать тяжести на спине. Нельзя сегодня и стричься к выпадению волос и к облысению. Также нельзя и умываться той водой, которая стояла в доме в любом сосуде в течение ночи. Считается, что в ней могла поселиться нечистая сила, поэтому лучше всего умыться так называемой новой водой. Свободной девушке нельзя слишком сегодня было много говорить, иначе она еще долго парня не встретит. Нельзя в этот день было ловить и есть рыбу, считается, что это к болезни. Также в этот день не стоит ругаться, спорить, кому-либо доказывать и считать, что только вы правы. А если вы все-таки считаете, что вы правы, просто промолчите, потому что любой конфликт в этот день может привнести каким-то не очень хорошим последствиям. Помните, пожалуйста, об этом. Также обращаем ваше внимание, что в этот день все-таки нужно стараться быть активным. Старайтесь больше уделять внимание своему дому, родным, близким. Как можно больше общайтесь, обсуждайте какие-то рабочие моменты. Ну и также, друзья, готовимся с вами потихонечку к Рождеству. А это подготовка не за полчаса. Надо подготовить и меню праздничное, сделать уборочку, возможно, подумать о том, кого вы хотите пригласить, с кем праздновать такой великий церковный праздник, как Рождество Христово.
Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.